Всем привет! Надеюсь, эфир запустился. Сейчас попробую что-нибудь тут настроить. Солнце сегодня светит, так что есть повод погулять. Сейчас где-нибудь здесь чат есть? А то я не знаю. Ага. Собственно, вот мой дворик в Дублине. Пойдем сегодня прогуляемся. Не знаю, как на телефоне вести стрим, потому что тут какие-то окошки все время вылазят. М. О, вижу чат. Напишите, пожалуйста, слышно ли меня? Кто-нибудь слышит, видит меня вообще? Все ли в порядке с трансляцией? Потому что я первый раз вот так вот с телефона стримлю, я не уверена, что вообще что-нибудь здесь получится из этого. Если нет, придется возвращаться домой и за комп садиться. Спасибо, Михаил. Товарищ Берия. Очень приятно познакомиться, Лаврентий Павлович. Видела вас в комментариях, помню ваш ник. Сумрак, Сумряшка, один из моих очень старых подписчиков. Приятно видеть на стриме. Думала взять собаку сегодня, позаниматься с ней. На самом деле я пыталась подготовиться к стриму хоть как-то, но я совершенно не понимаю, будут ли задавать вопросы, а если будут задавать вопросы, мне нужно читать чат и отвечать на вопросы, и совершенно не получится заниматься с собакой. А с другой стороны, если задавать вопросы не будут и в паб, так у нас же ковид. Какой паб? В Ирландии ничего нету. Так да, вот как пабы откроются, обязательно надо будет сходить в паб, покажу ирландские пабы, это такое атмосферное зрелище достаточно. Бухают, конечно, не страшно, не чета русским. Сегодня утром пошла в магазин за молоком. Думаю, возьму-ка заодно пиво. И какой-то взяла лимонад с алкоголем, не знаю, что-то новое попробовать. Говорят, до 10 утра мы продать вам не можем, только пиво можем продать. Пиво алкоголем в Ирландии не считается, видимо, только пиво продали. Ну, хоть молока взяла. Вот. Вот наш дворик. Въезд по пропускам, по коду. Но калитка всегда открыта, потому что он, в общем-то, проходной у нас. Типичная ирландская субурбия, одноэтажная. Сейчас переключу камеру, покажу, как люди живут. Irish паб есть в Сочи. Ну да, я, кстати, слышала, что их тут, эти пабы разбирают по досточкам и продают прям вот целиком. До каждого гвоздика перевозят в Москву, и там собирают аутентичный ирландский бар. По городу без маски ходить можно. Нельзя собираться в закрытых помещениях, нельзя заходить в закрытое помещение без маски, нельзя отходить дальше от дома, чем на 2 километра. То есть гулять вот здесь вот без маски я могу, пожалуйста, заниматься спортом, все что угодно, но я не могу куда-то в город съездить без уважительной причины. Останавливают, спрашивают причину, по какой причине вы куда-то едете, даже если на такси едешь, и могут оштрафовать. Да, да, вот я слышала, что такие. Причем это странно, я особо не понимаю, зачем их разбирать и собирать потом на месте. Ну, такой, сфотографирую, построй такой же, зачем их перевозить-то? Душу не привезешь ирландскую. А все пабы, они как бы такие аутентичные за счет людей, которые там собираются. Вот именно как они там общаются, как они проводят свои пятницы. Да и просто вечера. Вот это интересно.
А сам паб, он, по-моему, не несет никакой культурной ценности особо. Атмосфера-то от людей. Вот типичные домики, в таком же похожем и я живу. Обычно тут все арендуется, ну, либо продается. Маленькие парковочки перед домом. Дворики. За домом обычно бэк-ярд есть, у нас тоже есть, где можно там гриль поставить и мяско жарить. Часто там детские площадки для детей обустраивают, какие-то баскетбольные кольца вешают. Все очень зеленое. Ирландия гордится своей зеленостью. Все очень зеленое. Любой камень, оставленный в Ирландии, сразу становится зеленым. Здесь стены зеленые, ступени зеленые, все в мху. А еще у них интересная традиция вешать на деревья дверки. Считается, что если дверку и окошко повесить на дерево, то там будут жить какие-то духи. И с этими духами можно даже общаться. Они чуть ли не молятся этим духом. Я не очень понимаю, не очень вдавалась в подробности этой традиции, но там какие-то вот типа эльфы живут. Вот. Очень жарко сегодня для Ирландии. Да, вот хоть сейчас. Вопросы можно задавать в любое время. Если я какой-то вопрос пропускаю, у меня дело, что чат на телефоне возникает в виде всплывающих окошек. И если я на секунду где-то моргнула, отвлеклась, какой-то вопрос может остаться незамеченным. Если я на что-то не отвечаю, повторите, пожалуйста. Так, пойдем, наверное, в парк. Там очень красиво. А вопросы задавайте в любое время. Единственное, что если я что-то пропустила, повторяйте. Кстати, в Ирландии запрещено строить дома выше 6 этажей. Поэтому вся Ирландия, она очень низкостройная. Очень низкие домики все. И небо всегда видно, всегда открыто. Вот такая архитектурная особенность. Рыжие дети вон в футбол играют. Кстати, считается, что в Ирландии все рыжие, но не все, 10%. Очень много нерыжих. А вот там что-то строят. Раньше не было этого крана. Я давно здесь не была, уже несколько месяцев. Яхта сейчас в Испании. Смотрит за ней онлайн-камера, которая, в общем-то, постоянно контролирует, пересылает уведомления на телефон. Сейчас мы ее пока оставили, потому что мы занимаемся переездом в Испанию сами с мужем, а для релокации нужно решить много всякой бюрократии. Ну, как минимум, для того, чтобы сделать визу в Испанию, нам нужно продлить визу в Ирландию. То есть тут такие нюансы, которые любого нормального человека из ума выведут. В общем, сейчас занимаемся бюрократическими вопросами, делаем прививки, подбиваем все хвосты, собираем вещи, упаковываем мебель, коробки. Ну, не знаю, мебель, конечно, нет. То есть, куда на яхту мебель? Ну, такие вещи, которые нужно забрать, забираем, упаковываем. И будем постепенно переезжать к яхте. Ну, в частности, на яхту. Ой, как в тенечке хорошо. Не жарко. Тоже интересные дворики такие. Я здесь уже давно не была. Раньше я здесь на велосипеде часто ездила. В последнее время то Испания, то Испания. Никак по Ирландии не погуляю. Кстати, здесь были кусты, вот их срезали. Я помню, снимала эти кусты. Красивые кусты были. Да, Ирландия очень гордится своим зеленым цветом. Это их национальный традиционный цвет, который для них много чего значит. И они этим очень гордятся. Температура сейчас, ну, я думаю, градусов 25. Не больше, но для Ирландии это очень много. У нас уже дождя не было неделю.
А для Ирландии это прям засуха-засуха. Обычно здесь дождь 4 раза в день. Поэтому как бы, ну, по меркам Ирландии это сейчас прям лето-лето. Но оно короткое. Оно быстро закончится, и будет опять зима, осень. Да, ну, зимы здесь не бывает. Здесь всегда такой туманный Альбион, всегда дождь, всегда пасмурно, всегда тучи низкие, красивые. Вот такой, на любителя климат, в общем. Мне не зашел, мужу очень нравится. А мне как-то слишком холодно, мне нужно больше солнечного ультрафиолета. Но здесь красиво, конечно, вот совершенно не поспорить. Это, ну, интересное место. Интересный опыт пожить тут. Привет, Олег! Вижу твой смайл. Так. Ну, наверное, в парке сидеть довольно скучно, поэтому пойдемте куда-нибудь пройдемся. Может быть, у меня на бэк-ярде где-нибудь посидим. Или еще где-нибудь. Скорее бы уже вернуться на яхту, конечно. Хочется уже... Руки чешутся начать ремонтировать. Олег, да, Тримуни, док, который ник. Нет, не дает. Ну, максимальный срок пребывания, опять же, в Шенген-визе. Так, сейчас по визам. Была инфа, если не ошибаюсь, от Лены Суриковой, что яхта дает какое-то право на то, чтобы там остаться, задержаться, залонгироваться. Но когда мы начали копать, на самом деле ничего такого нет. И это как бы информация не подтвердилась. Яхта – это всего лишь яхта. Любой человек может купить пиццу в Испании, она не дает никаких особых преимуществ. Если у вас есть ценная какая-то недвижимость, то да. Если вы готовы вложить какие-то деньги в инфраструктуру Испании, то тоже да. Если у вас есть на счету достаточно средств, чтобы подтвердить, что вы нормально будете жить в Испании и не будете бомжевать, то тоже да. Но это нормально средств. По документам идет 24 тысячи нужно иметь на счету, чтобы получить годовую визу без права на работу. Но по факту, когда мы начали уже говорить с юристами и адвокатами, выяснилось, что минимум от 50 есть смысл. А у нас 50 на счету нету, так что, в общем-то, мы никакого права и не имеем там находиться дольше 3 месяцев. Получить обычную туристическую визу, ну, как любой человек, мы можем и 3 месяца по ней находиться. Я, как гражданин Украины, вообще по безвизу туда 3 месяца еду. Но дольше нет. Надо устраиваться на работу, надо получать контракт, оффер какой-то от работодателя, который будет за вас поручиться и будет вам платить зарплату, и тогда вы можете остаться там на долгий срок. Никаких других особо вариантов простых мы не нашли, к сожалению. Ну, либо если у вас есть гражданство любой страны в Шенгене, то вы можете там жить, конечно, да. Но с российским, с украинским особо вариантов нет. Олег, никакой Индии пока не планируется. Индия вряд ли. Нам нравится. В принципе, нам интересны страны Азии попробовать пожить там, но пока как-то руки туда не доходят. Далековато. Пока по Испании, по Европе мотаемся. Так, куда я зашла-то? Тут целые райончики такие. И, кстати, несмотря на то, что в Ирландии вроде бы как холодно, пальмы тут есть. Пальмы есть, и пальмы вполне такие живые. Почти в каждом дворике себе люди сажают пальмы. Это, конечно, радует, но выглядят они чахленькими. Да, в Испании наших очень много. Ну как очень много?
той же Турции не в пример больше, на Кипре не в пример больше. В Испании не так уж чтобы и много, но вообще там, в принципе, понаехавших много, откуда угодно. Там очень много беженцев из той же Африки. Просто огромное количество. И они их боятся как огня, потому что они лезут и лезут и лезут. Там довольно небезопасно из-за них стало, и некоторые социальные проблемы у них возникают с этими беженцами. А русских, ну, много, но не так, чтобы на каждом углу. Если на Кипре каждый день встречала русскую речь, русские какие-то шрифты, надписи, то в Испании русского я не встречаю особо. Там и английское это, в общем, никто не знает. В общем, ну, не все знают английский далеко. Так, куда пойти? Харьковчан. А кто там еще из харьковчан есть? Я не знаю. Ну, может быть, есть, но мне они не знакомы. Ну, конечно, они есть. Наверняка они есть. Почему бы им там не быть? Просто, ну, лично я не знакома с ними. Вот в Марине, к примеру, Марина очень большая, лодок на 1000, и там нет русских вообще. Там единственная польская лодка стоит. Мне сказали, что где-то там стоит. И все, больше никого не знаю. И то я с ними лично не знакома. Вот было бы здорово, если бы кто-то пришел и там вот рядом встал, было бы весело. Мандарины собирают, да, кстати. По поводу мандарин, там целая инфраструктура любого. Без языка берут, без каких-либо там документов. Ничего вообще не нужно, чтобы устроиться на мандарины или там на какие-то фермы. Вот эти вот их очень много. Испания снабжает всю Европу вообще фруктами вкуснейшими. Работы там всем хватает. 800 евро, насколько я знаю, в месяц платят. И ничего от вас не требуют. Более 180 дней в год? Я впервые про это слышу. Не знаю. Нет, в Испании точно такого нет. Можно находиться в любую линейку из 100 дней, не больше 90 дней. То есть вот любые 180 дней берете, и вот в эти 180 дней не должно быть превышения на 90 дней. Иначе будут проблемы с законом. Одна из причин, почему я сейчас нахожусь в Ирландии, это потому что мои как бы дни подходят к концу. У меня там 3 недели осталось из Шенген не выеденных. Их надо немного подобновить. Ну, а сейчас муж как бы увольняется из Фейсбука, и будем устраиваться куда-то в Шенген, чтобы находиться в Испании. Мы можем устроиться в любую страну в Шенгене, в принципе. Есть и испанские компании, есть и другие. Лафа. Ну, много как бы южных средиземных стран, которые действительно очень здоровские, которые мне подходят по темпераменту, по климату, в которых очень комфортно. Шавуатов. А что это значит? Я просто, ну, не знаю, может быть, какой-то испанский язык, которого я, в общем-то, не знаю. Сиеста, фиеста, да, маньяна, маньяна. Здорово так пообщаться, конечно, с людьми, погулять. Надо почаще это делать. Мне очень нравится такой формат общения. Гораздо более интерактивно. Бигис Бенни, спасибо. Вам тоже. Или это перевод того, что вы перед этим написали с какого-то языка? В общем, такой формат общения, конечно, гораздо более интерактивный, гораздо более живой. И очень приятно так с людьми общаться. Когда вот так вот. Прям in time. Все заросшее плющом. Кстати, у нас этим летом почему-то умер весь плющ на доме. Его срезали. А было намного больше зелени. Иврит. Я иврит не знаю, к сожалению. Но верю.
Да я никакого языка не знаю, кроме русского и украинского. К сожалению, чуть-чуть совсем знаю английский, чуть-чуть еще меньше знаю там корейский, греческий, потому что, ну, мы жили в Греции, корейский просто из интереса учила. И все. Испанский вот сейчас решила подучить немножко. Но решить это одно, а учить это другое. Поэтому решить учить я уже решила, учить еще не учу. Но интересно испанский учить. Привет, Владимирович! Рада видеть. Так приятно, что друзья заходят. Мы тут вот по Ирландии гуляем. Надеюсь, у меня все больше будет друзей благодаря этому каналу. Собственно, основная цель его ведения – это приобретение интересных, приятных друзей, с которыми интересно общаться. Потому что, переезжая из страны в страну, из города в город, поддерживать связи все сложнее. И какой-то возникает дефицит общения. И, в общем-то, этот канал для меня как бы нацелен закрывать. Кстати, тут есть березки. Прекрасные белые российские березки, ничем не отличимые, так что по березкам мы не скучаем. В Ирландии все хорошо с березками. Так, ну вот мы кругаля сделали, навернули. Кто смотрит и не поставил лайк, пожалуйста, поставьте лайк. Это привлечет еще больше зрителей. Буду вам очень признательна. Постоянное место жительства или просто переехать? Я не знаю, в чем отличие. Постоянное место жительства – это там, где мы постоянно живем в данный момент времени. А страны мы меняем довольно часто. Ну, так сложилось. Все детство я меняла районы, потом меняла города, потом меняла страны. И, ну, так вот складывается. Так. Ну, на постоянно временное. Вряд ли мы захотим прожить в Испании всю жизнь. Но вполне вероятно, мы там проживем несколько лет. Вполне вероятно, мы там, может, проживем минимум 1,5 года, а максимум, ну, в идеале прожить бы 5 лет на одном месте, чтобы получить паспорт Евросоюза, который позволит, собственно, уже более свободно находиться в других странах. Сейчас мы сильно ограничены, особенно мой муж, у которого российское гражданство. Мне с украинским проще, конечно. У меня этот безвиз, вот это вот как бы мир более открыт. А ему сейчас ковид, даже шенген не просто получить. Почему я за лодкой ездила одна? Потому что он просто не мог поехать в Хорватию. У него не было для этого визы, и получить эту визу было совершенно невозможно в тот момент. Поэтому я, собственно, пришлось все одной. Так, что тут? А как бы вот открыть чат? Есть ли такая вообще возможность? Что у меня есть подозрение, что я что-то не успеваю прочитать, что-то не успеваю. И оно как-то быстро пропадает. С ноутбука в этом плане как-то проще отвечать на вопросы. Всегда можно прокрутить вверх, посмотреть, что там происходит. Тут вообще как бы, ну, сообщение появляется, и буквально там через несколько секунд пропадает. Если что так в этот момент отвечаю на предыдущий вопрос, я могу этого не заметить. Не так удобно. Ой, как хорошо, здесь, конечно, зелено так все. Какие-то клумбочки насажены. А на Хэллоуин тут все наряжают, все такое страшное становится. Критерии выбора страны для переезда. Ну, лично для меня, чтобы страна подходила мужу, потому что у мужа гораздо более сложные критерии. Он интересуется политическим укладом страны, свободами граждан. То есть он выбирает более так объективно страны. А для меня, в принципе, важен климат, безопасность. Это для меня очень важно.
И есть очень много таких мелких нюансов, которые ну, не являются основными критериями, но которые склоняют тебя либо в одну сторону, либо в другую, когда выбираешь. В принципе, вот Испания сошлась. Испания сошлась и у мужа, картинка сложилась и у меня. Поэтому, в принципе, сейчас в Испании. А вот, допустим, Францию, у нас как бы больше карты сходили ко Франции, но во Францию мы не захотели. Мне не нравится, допустим, французский язык слишком сложный и бесполезный, то есть кроме Франции. Ну, я не знаю, где его используют в Испании, но говорят на испанском, который используется не меньше, чем английский в мире. И учить испанский все-таки интереснее и полезнее с этой точки зрения, чем французский. Ну и вообще как-то отношение к понаехавшим тоже важно. Привет, брюнеточка. Да, я теперь, кстати, наверное, последний раз вы меня видите такой блондиночкой, потому что я все-таки собираюсь завершить начатое, покраситься в красивые яркие цвета неоновые, но не могу найти мастера. Вот есть вопросы, некоторые вопросы не решаются ни деньгами, ничем, потому что, к сожалению, все мастера-колористы, с которыми мне удалось связаться в Дублине, работают не с неоновыми цветами, а с какими-то серыми, пепельными, вот этими там переходами, амбре и тому подобным, а мне надо вообще другое. Так что мастера я найти не смогла, видимо, все придется опять самой. А что у меня самой получится, скоро увидим. Так, переключу вас пока на просмотр улицы, а сама быстренько курну. Вопросы я буду продолжать читать, если какие-то вопросы возникают. Вот, дворик. Надо, конечно, идти в ирландский паб. Или в зоопарк, или в парк. У нас тут шикарный Феникс парк. Ну, потому что достаточно далеко, пешком неудобно. Но, может, как-нибудь на велике выберусь. Там у нас ходит стадо оленей пятнистых в 100 голов, практически ручных. Ну, я бросила, а потом опять начала, когда лодку купила, было как-то слишком нервно, и все, опять я курю. Да, я бросила. Я долго не курила. Вот недавно опять закурила. К сожалению. Да, ну, как бы бросить, в общем-то, сейчас можно опять заново, ну, что-то уже так лень. Покурю пока, что ли, потом брошу. Я, кстати, не знаю, как политика YouTube на курение реагирует. Нам стрим сейчас не заблокируют за обсуждение этого. Вот увидим как раз. Сумрак, Сумряшка, а ты не Жека случайно? Я просто не знаю, кто ты. Я вижу твой ник, но я вообще не уверена, кто ты. Я понимаю, что человек, который меня знает из Реала, но кто именно, я не знаю. По нику как-то не определить. О переходе. Я тут только что вижу, что я сообщение чье-то пропустила, вопросы, я не успела его прочитать. Повторите, пожалуйста, а то у меня чата не отображается здесь, у меня только последнее сообщение вылазит. О переходе, ну, на самом деле, я сегодня выкладывала видео на телеграм-канале. Ребята с экипажа Ветра выложили первое видео о переходе в Бриндизи. И там очень, ну, колоритно. Ну, там, конечно, меня практически нету, потому что, ну, мы менялись вахтами, то есть они были на вахте, ну, Феда снимал, когда он был один на вахте, а я в этот момент спала. А я снимала наоборот, когда я была на вахте, а Феда спал. Поэтому как бы мы менялись там местами. И, да и, в принципе, ну, там такие основные подробности о переходе и детали там есть в этом видео. Скоро я уже тоже доберусь до этого перехода, будут все подробности на канале. 5 морей прошли, молодцы, красавцы, вообще все было очень здорово, я бы повторила. Дорого содержание яхты в месяц? Нет, недорого. Содержание яхты в месяц совершенно бесплатно. Все остальное, все, что мы платим за яхту, это как бы наши хотелки. То есть кто-то
хочет, допустим, кому-то достаточно стоять на якоре. На якоре можно стоять бесплатно. Мы хотим стоять в марине, мы платим за марину. За яхту мы не платим, мы платим за марину. Яхта не стоит ничего. Я даже не знаю, как объяснить. То есть за марину мы платим сейчас 400, ну почти 600 в месяц за марину. Ну а сама яхта, ну что, а что яхта? Ну она стоит себе, стоит, и как бы, а что за нее платить? Мы ее купили уже, она наша, мы ж не арендуем ее. То есть за яхту мы ничего не платим. Опять же, вот мне всегда интересно было, как составляются вот эти вот видео, ну, сколько стоит жить на яхте. Но это же все зависит от конкретного человека. Кто-то на мивинке норма, кому-то лобстеры мелкие. То есть, ну, это для каждого человека индивидуально. Это столько же, сколько мы платим и на берегу за еду. Никакой разницы нет. Ну, зачем еду вообще включать в эти списки? Все, что я тратила на яхту, это какие-то пожелания, какие-то плюшки, какие-то ремонты. То есть, ну, эта информация никому не даст никакой информации. Просто потому что у каждого яхта уникальна, у каждого расходы будут на нее уникальны. Кто-то хочет стоять в самом большом городе в Средиземке, как мы хотим, допустим, стоять в Барселоне. А кому-то, наоборот, городок поменьше, там и марина будет дешевле. А кто-то вообще на якоре отлично себя чувствует или сделает себе там мертвый якорь, постоянно будет жить на якоре, отлично себя чувствовать. Пробовали, конечно. Но когда мы искали марину, у меня, я же говорю, было одно из важных таких вот пунктов. Это то, что она должна находиться в городе побольше, чтобы были яхтенные магазины, чтобы быстро работала доставка, чтобы были какие-то сервисы, какие-то удобства. Для меня все это было важно, поэтому мы искали только по крупным городам. Кроме того, в Испании в этом году серьезно большие проблемы с местами в маринах. Нам еще нужна была марина с сухим доком, и найти марину с сухим доком дешево и в большом городе вообще unreal. Unreal, просто unreal. Нигде нет мест, везде какие-то конские совершенно заоблачные цены, ну, типа там от 1500 в месяц. Ну, то есть за что, простите, за муринг, я не знаю, там за стиралку в марине, за душ. Ну, не знаю, короче говоря, мы нашли самую дешевую. Мы действительно нашли самую дешевую. Если кто-то знает дешевле, буду признательна за информацию. Потому что мы просто брали навели и по всему побережью Южному Испании звонили подряд во все марины, спрашивали цены, спрашивали условия, спрашивали какие-то нюансы. Либо нет сухого дока, либо какие-то такие дикие ебеня, что ну, туда просто не добраться ни на чем. Ну, учитывая, что машины у нас нет, и обзаводиться машиной мы пока не собираемся, ну, просто я не хочу садиться за руль. Мы привыкли на такси ездить. И, ну, короче, такси там будет дорого. В общем, мы хотели крупный город. Мы в крупном городе. Барселона – самый большой город на Средиземном побережье. Пока что я Мариной довольна. Посмотрим, как она покажет себя зимой. Мы собираемся там зимовать. И, наверное, только в следующем году мы сможем подниматься на сухой док, потому что нам нужно сделать большую серию подготовительных работ к этому. То есть подготовиться и теоретически, и технически, и материально. Так что, возможно, это будет уже не в следующем году. Есть такие уже подозрения, что в этом мы не успеваем. Просто из-за того, что это лето мы тратим просто на бюрократию для релокейшена, на смену работы, на подготовку документов, на переезд, на перевозку вещей. А подниматься зимой уже как-то ремонтировать корпус зимой не хочется. А стоять в сухом доке всю зиму дорого, потому что там стоянка стоит уже 800 тысяч. Через Гибралтар пока не будет перехода. То есть после того, как мы уже закончим ремонт яхты, откапиталимся, отреновируемся, тогда куда-нибудь пойдем. Сейчас мы, возможно, будем делать какие-то мелкие вылазки по местному с мужем до того, как подъемся на сушу и обдерем корпус. Но далеко мы сейчас не пойдем. Просто потому, что мы хотим в Испанию. И яхта уже там. Вот. Гибралтара пока не будет, но он будет проход через Мессинский пролив, тоже неплохо. Мессинский пролив просто шикарен, просто шикарен. Это незабываемые впечатления. Я не знаю, что там в Гибралтаре, но в Мессине я была, и это незабываемо. Эти водовороты, эти кипящая вода, эти безумные течения, это восхитительно. Это очень красиво, очень здорово, и такого я еще никогда в жизни не видела. Плохо видно экран из-за яркого солнца. Как бы так повернуться? Бликует сильно.
Так, ну что, мы уже больше получаса в эфире. Предлагаю не затягивать. Кто не успел задать вопросы или кто писал, и я пропустила, пожалуйста, повторите вопросы, если они какие-то еще не отвечены остались. Если я что-то пропустила, потому что я же говорю, мне неудобно читать чат с телефона. Надо в следующий раз брать еще один телефон с собой, с второго телефона читать чат. Я не подумала об этом. Но я первый раз, прошу простить. Океан нас не пугает, ну как сказать не пугает? Мы ничего не знаем про океан. Для того, чтобы бояться, нужно что-то знать. У нас такого опыта нет, и как бы в неведении наше бесстрашие. Пугать, ну, каких-то фобий нет, у меня никаких фобий нет. У меня есть вполне рациональные такие опасения, и я понимаю, что сейчас мы к этому не готовы. Просто яхта недостаточно автономна для этого, нужно кое-какие работы еще провести. Я пригласила друзей, которые приедут скоро помогать с ремонтом лодки. Будет много контента, будет много всего интересного. Так что подписывайтесь, ставьте лайки. И не забывайте, пожалуйста, писать комментарии. Это очень важно для продвижения видео. Я на следующей неделе включу монетизацию и думаю, что это привлечет еще больше людей, потому что YouTube продвигает ролики с монетизацией. Лодка сейчас в Испании. Сейчас она в Испании, в Барселоне. Мы ее сейчас там оставили и едем к ней. Уже очень скоро. Пока у меня появилось время для монтажа видео, пока мы делаем прививки, подготавливаем документы. Я сейчас повыкладываю все видео, которые вам задолжала. Взаимно спасибо, Игорь Владимирович. И Анечке привет. Федор Конюхов, не ваш кумир. А я не знаю, кто такой Федор Конюхов. Наверное, не мой. А кто такой Федор Конюхов? Ну, может, кто-то из мореплавателей, наверное, подразумевается. Я просто не в курсе, я очень не подкована в этих вопросах, потому что мои мечты никогда не были моря. То есть это всегда было рядом, потому что, ну, я сама с моря. Это всегда было как бы где-то возле меня, но я никогда не интересовалась бэкграундом. То есть я не читала книг вот этих всех про покорение морей, как у многих это откуда-то начиналось. Я не участвовала в каких-то там мечтах про далекие голубые дали, про алые паруса и вот все такое, это вообще не про меня. То есть я родилась на море, и для меня это была, ну, просто стихия, которая требует к себе уважения. А мечты у меня как бы такой никогда не было. Так, ну что, тогда не будем затягивать стримчик. Я думаю, что, в принципе, все, кто хотели задать вопросы, задали. Если накопятся вопросы на следующей неделе, я буду очень рада вас всех видеть. Записывайте себе вопросики, подготавливайте на следующую неделю, что спросить, что задать вопросы. Я буду очень рада всем ответить. Я к следующему стриму еще лучше подготовлюсь, буду знать, что чат видно плохо, и возьму себе еще один телефон с чатом. Так что будем общаться на следующей неделе, думаю. На сегодня все. Всем спасибо, мои друзья, что пришли. Вас всех очень-очень сильно люблю. До новых встреч. Всем пока.